Пару лет назад собрал свой первый популярный автономный SDR-трансивер Malamut. Повторил почти все версии трансивера на платах UR4 с ЧБП, а их было не менее 10 версий. Усовершенствования трансивера касались в основном только печатных плат. Сама схема практически не имела каких-то серьезных изменений. Но для привлекательного трансивера на заводских красивых платах также нужен и красивый корпус. Выбор пал на корпус, который делает фирма Mi Box. Конечно же, корпус был просто металлическим ящиком и непригодным для сборки трансивера. А пилить на коленке напильником сталь толщиной 1 мм как-то не очень-то хотелось. Долгими вечерами сидел за чертежами будущих передней и задней панелей для первого трансивера. На моем канале есть видео первого Маламута, которое можно посмотреть и сравнить результат. На фирме Mi Box под заказ по моим чертежам были сделаны панели с отверстиями для крепления дисплея, разъемов и кнопок управления. Конечно же, я был в восторге от качественного корпуса. С каждым очередным трансивером в корпус вносились изменения, которые упрощали и облегчали сборку Маламута. Со временем были внесены в корпус изменения и доработки. И теперь трансивер собирается без вмешательства молотка и зубила. И даже холодными зимними вечерами можно производить сборку в теплом доме и не мерзнуть в гараже, делая корпус собственными руками. В дальнейшем все отверстия для крепления были разработаны под свои платы, так как UR4 с ЧБП, у которого я приобретал платы, перешел на одноплатную версию трансивера, и приобрести платы для сборки своей конструкции оказалось невозможным. Таким образом, пришлось произвести полную модернизацию корпуса для установки новых собственных плат. В последней версии корпуса реализованы дополнительные незадействованные кнопки и разъемы. Все это позволит радиолюбителю без вмешательства во внешний вид корпуса сделать тюнинг трансивера, дополнив его, например, трансвертером или коммутатором антенн. Также в корпусе предусмотрено 2 антенных гнезда и другие разъемы. Трансивер дополнен платой включения и схемой стабилизаторов питания основной платы и усилителя мощности. Теперь Маламут включается мягким нажатием на кнопку без фиксации, которая расположена на лицевой панели. Также на плате есть дополнительная тактовая кнопка включения. Это очень удобно при проверке и отладке платы и трансивера в целом. Часто слышу в эфире, как радиолюбители демонстрируют мощность трансивера и мощность усилителя. Реализация дополнительной кнопки на лицевой панели позволяет быстро демонстрировать мощность трансивера с усилителем или без. Эта кнопка управляет контактами реле или логической единицей напряжением плюс 3,3 вольта. Для этого на задней стенке есть 2 гнезда типа тюльпан для подключения и управления внешним усилителем мощности. Ниже располагаются 2 кнопки для переключения микрофонов и динамик-наушники. На плате стабилизации есть дополнительное место для реле, которыми можно управлять с помощью незадействованных кнопок. С помощью пружинной стальной проволоки устранена проблема самопроизвольного прокручивания оптического волкодера. В своей сборке трансивера применил широкополосный усилитель по двухтактной схеме от Маламута M2, который себя неплохо зарекомендовал. Выходной каскад выполнен по двухтактной классической схеме на транзисторах RD16. На нагрузке 50 Ом удалось получить от 20 до 30 Вт при напряжении 13,8 вольт. Вес трансивера получился более 3 кг. Шириной 235 мм, глубиной 270 с учетом радиатора и ручек настроек, и высотой в зависимости от применяемых ножек от 98 до 100 мм. Белые надписи, которые придают трансиверу красивый и шикарный вид. На задней стенке также сделаны надписи лазерной гравировкой. В крышке корпуса крепится динамик от импортных телевизоров с мягким резиновым подвесом, мощностью 5 Вт и сопротивлением 16 Ом. Также аппарат получил дисплей диагональю 3,2 дюйма, который смотрится великолепно. Двигаясь к цели, получился отличный трансивер с приятной внешностью и достойным звучанием, с красивым названием Маламут. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. До новых встреч!